Привет, друзья! С вами Лена Бик. Сегодня я вам покажу, как правильно накручивать волосы на плойку. Я заметила, что многие из вас допускают ошибки, поэтому я разложила все по полочкам, все в медленной съемке с комментариями. Так что смотрите, наслаждайтесь, и в результате вы узнаете, как сделать вот такие локоны. Я буду работать плойкой 19 мм. Если хотите, можно также 25, но 32 мм я вам не советую, так как волна будет очень легкая. Прежде всего, нам нужно понять, что существует всего лишь два направления. Это слева направо и справа налево. Все, больше никаких направлений нет. А техник накрутки также две. Это на объем и без объема. Далее вы увидите. Это зависит от того, как мы поставим диаметр плойки, как мы расположим плойку по отношению к пряди. Самый главный момент в этой укладке, что мы делим голову на две части, и обе стороны у нас накручиваются вовнутрь. Поехали! Сначала мы берем прядь, обязательно наносим термозащиту с фиксацией, либо солевой спрей. Здорово, если он в своем составе содержит термозащиту. Обязательно расчесываем прядку, убираем все запутанные волосы, берем тонкую прядь, примерно 2 см. И я вам показываю, как накручивать сперва с объемом. Смотрите, мы кладем прядку и кончик направляем к рукоятке плойки и начинаем вращать. Помогаем при этом кончику. То есть поддеваем его и проворачиваем. Правой рукой я вращаю плойку, открываю щипчик. Обратите внимание на правую руку. Я без конца открываю щипчик и прокручиваю плойку. Далее, если волосы длинные, можно некоторую часть отпустить с плойки и докрутить сам кончик. Таким образом, вся прядь у вас забьется. Я беру следующую прядь. По ширине они примерно одинаковые. Смотрим еще раз. Вот так делать не нужно, потому что вы не задаете направление. Смотрите, у вас прядь идет по одной линии. Вам нужно, чтобы у кончика было место, куда пойти, так сказать, направление. Вот посмотрите, располагаю по диагонали и помогаю левой рукой. Открываю щипчик, проскальзываю по локону и снова левой рукой помогаю хвостику. Следите, чтобы хвостик у вас не застрял, это очень важно. Видите, хвостик у меня торчит прямой, там уже нет места, поэтому я отпускаю некоторую часть локона. И спокойно докручиваю кончик, чтобы он у меня был под щипчиком. Отпускаю локон, и он готов. Там я накручивала на объем, а сейчас покажу без объема, но с тем же направлением. Смотрите, вот так делать не нужно, потому что мы меняем направление. Это у нас к лицу, а нам нужно от лица. Поэтому прядь у нас идет справа налево. Перекидываем ее и также проскальзываем. Самое главное, первое время потренируйтесь с выключенной плойкой обязательно. Иначе, если вы возьмете горячий инструмент, вы будете переживать, будете долго думать, как вам крутить, в какую сторону. И это, конечно же, вред для волос, поэтому лучше постарайтесь с выключенным инструментом первое время поработать, попрактиковаться. Обратите внимание, 3 локона и все в одно направление. Вот этот первый, смотрите, был на объем, обратите внимание на корень, а последний без объема, смотрите. Есть некая разница возле корня, но, впрочем, они совершенно одинаковые по направлению. Надеюсь, вы поняли. Другую часть волос я также беру, обрабатываю солевым спреем обязательно и начинаю делить на прядки. Здесь также у меня будет 3 прядки. Вот так делать не нужно. Смотрите, это получается к лицу. Здесь у нас левая сторона, и нам нужно от лица, то есть слева направо.
кручу без объема. Самое главное, вам нужно понять направление, а как вы будете крутить, с объемом или без объема, это уже ваше дело. Самое главное, поработайте над направлением, потому что это наиболее важная часть, чтобы у вас укладка в итоге получилась с одной волной. Если вы перепутаете направление, когда вы будете вычесывать, она у вас будет вообще непонятная. Вам будет сложно и непонятный рисунок. Поэтому очень важно направление. Смотрите, теперь я накручу на диаметр, на объем. Я кладу прядь на диаметр и закрываю щипчик. Сразу направление хвостику. Направление слева направо, вовнутрь. Плойка скользит хорошо, не забывайте чистить свой инструмент. Открываю щипчик, проскальзываю вниз до тех пор, пока у меня вся прядка не окажется на плойке. Помогаю прядке, чтобы она была ровно на диаметре. И отпускаю. Последняя прядь в этом ряду. Не забывайте прочесывать. Также на диаметр кладу и начинаю накручивать. Вот так делать не стоит. Смотрите. Вот так, когда вы не придерживаете прядку, она у вас может соскользнуть и выпасть. Поэтому лучше придерживать кончик, чтобы вы могли его контролировать. Как можно это починить? Как можно спасти этот локон? Смотрите, мы берем его на том месте, где мы остановились, и вставляем плойку там, где она выпала, в наш последний наш рисунок, отрезок. Вставили и продолжаем накручивать точно так же. Всю прядь накручиваем. Самое главное здесь не потеряйте направление. Вот как вы начинали, в ту же сторону и крутите. Все, восстановили. Следующий ряд. Это у меня последний ряд. Вот так делать не стоит. Смотрите, будет залом от щипчика. Вот смотрите, уже видна эта линия. Это потому, что я не помогла хвостику. Нужно помогать ему. Вот так, левой рукой мы его приподнимаем и задаем направление. Направление справа налево. Проглаживаю щипчиком и проворачиваю. При этом помогаю кончику, чтобы он у меня не запутался. Иначе, если вы его отпустите, у вас прядка получится совершенно ломаная, непригодная, очень грязная. Прокручиваю в одной руке. Смотрите, как вам удобно. Можете держать плойку двумя руками. Я просто уже подноровилась. И другую сторону. Не забываем менять направление. Очень важно оставлять чистые проборы. Смотрите, я расчесала. Нужно, чтобы не торчали всякие маленькие волоски. Тогда укладка будет чистой. Накручиваю слева направо, вовнутрь. Смотрите, как я вращаю плойку и открываю щипчик. Кстати, температура 180 градусов. Вот так наматывать не нужно на плойку, не торопитесь. Сначала вращайте плойку, а когда уже вы видите, что кончик задирается, просто помогите ему. Вот и все. Таким способом локон прогреется лучше. И вот, допустим, она у вас выпала, вы можете просто подставить плойку снизу и уже отдельно докрутить кончик. Но не забывайте про направление, оно было слева направо, значит кончик также крутим слева направо. Посмотрите вид сзади, наполовину, да, каждая половина в свою сторону, и в общем они идут к центру. Теперь переходим на зону у лица. Точно так же на висках накручивать должны от лица. Обратите внимание на высоту локона. Начинаем примерно от брови. Вот так не надо, вы должны ниже начинать.
Только не слишком низко, смотрите, на уровне брови. Закрываю щипчик и начинаю делать накрутку. Протягиваю хорошо, прогреваю всю длину. Я вам здесь досконально все рассказываю, так что если вам это видео полезно, то поставьте лайк прямо сейчас и напишите какой-нибудь комментарий, мне будет очень приятно. Смотрите, снимаю локон, видите, какой он чистенький получился, и высота примерно от брови, но не выше. Выше не нужно. Следующую прядку. На последней пряди я вам покажу, как добавить объем. Если хотите, чтобы было сверху попышнее. У нее трессы, поэтому всю прядь я начесать не могу. Маленькие капсулы. Поэтому я беру только последний слой и делаю легкий начес прямо к корню. Немного солевого спрея, либо можно нанести лак, чтобы подпечь корень, чтобы зафиксировать наш начес. Прогрела плойкой. Вот так хорошо. Обратите внимание, я проверяю. Когда прогреваю, потом отпускаю и смотрю. Вообще, есть ли толк от того, что я сделала? И только потом начинаю накручивать весь локон. И последний локон с этой стороны. Немного начесала, подогрела корень. Эти локоны должны быть чистые, потому что они у лица. Вы можете схалтурить сзади, сделать их, допустим, с отпечатком, да, если у вас что-то криво пошло, но спереди ошибка вам непростительна. Перехожу на другую сторону и также от лица накручиваю. Здесь я накручиваю плоско, без объема. Сбрасываю половинку и докручиваю кончик. Такой метод со сбрасыванием очень хорош, когда волосы длинные, а длины диаметра плойки вам не хватает. То есть вы накручиваете, плойка уже закончилась, а волосы еще есть. Так возьмите, сбросьте и затем уже продолжайте делать накрутку. Следующая прядь, также не забываем про высоту, примерно от брови. Вот это оптимальная высота. Кстати говоря, если хочется, можно сделать и ниже. Некоторые предпочитают оставлять не 5 сантиметров, а прям начинать от скулы. То есть идет сначала прямо, а потом уже волна. Это уже зависит от вашего выбора. Здесь снова капсулы, поэтому я беру только верхний слой. Добавляю лак на корни, чтобы хорошо зафиксировать прядь. С объемом легкий начес. И смотрите, чтобы с другой стороны его не было видно, потому что эта прядь последняя, она должна быть чистой. Подогрела корень. Здесь уже можно видеть, да, смотрите, как он стоит, какой объем. Беру плойку. Верхние прядки мне нравится накручивать на объем. Смотрите, диаметр под прядку. Прядка на диаметр легла и начинаю накручивать. Всю длину. Перехожу к последней пряди. Вот так делать не нужно. Аккуратно, чисто делаем начес. Смотрите, чтобы был толк от того, что вы делаете. Собралось ли у вас уплотнение из волос?
А то иногда, знаете, бывают чешут, а что чешут? Непонятно. То есть никакого толку нету, просто поелозили расческой, а зачем? Остается загадкой. Поэтому всегда смотрите, есть ли результат от ваших действий. Создали объем и накручиваем уже остатки этой пряди. Для чистоты я воспользуюсь этим кремом от Тиджи. У него просто восхитительный аромат, и он придает блеск и сияние волосам. Убирает все пушки и статику. Просто провожу по локонам, распределяю крем по волосам, приглаживаю все пушки, какие они гладкие. Сначала прорабатываю руками, затем беру гребень с широким зубом и начинаю расчесывать. Просто прочесываю и ловлю волну. Вот уже видно, да, я ее поймала, смотрите. Буквально 3 раза прочесала, поймала. Вот так делать не нужно. Я имею в виду, что оставлять так мало волос спереди. Смотрите, 3 волосинки у нас осталось. Это выглядит непрезентабельно. Как будто мышиный хвостик. Если я так оставлю, это не очень. Добавляю волосы сзади. Посмотрите, какой у меня шикарный объем сейчас. Просто расчесываю, и мне нужно также поймать волну, единую волну сделать. Я взяла расческу с широким зубом, чтобы не разрушить эту волну. Если вы возьмете расческу с маленьким расстоянием, у вас волна просто вычешется и будет очень слабой. Да, здесь нужно терпение, поэтому расчесывайте, не бойтесь, ловите волну, помогайте левой рукой. Расчесывайте и ловите. Сзади можно немного добавить начес, чтобы раскрыть ее, чтобы она стала более объемной и широкой. То же самое с другой стороны. Смотрите, вот так делать не нужно. А именно я расчесываю без стайлингов. Смотрите, как они пушатся, какие они становятся грязные, пушистые. Посмотрите на кончики, вы видите? Ничего хорошего, поэтому нужно взять какое-то средство. Я снова беру Тиджи. Можно, кстати говоря, взять либо воск, либо другой крем от Осис, тоже очень хороший крем-воск. Наношу на руки, растираю между рук, а затем на волосы. Смотрите, просто магия происходит. Обратите внимание на кончики, они становятся гладкие, послушные и не пушатся, как прежде. Чистенькие. Я думаю, вы заметили этот результат. И также начинаю расчесывать. То есть, хочу сказать еще, что я поделила все волосы на 2 части, накрутила их в одну сторону от лица и разложила их на плечи. Сзади волос нет, но если вам хочется оставить сзади, то вы можете это сделать. Тогда у вас получится 3 части. 2 у лица и 1 сзади. Видите, как я бесшатно расчесываю эти локоны, чтобы они у меня попали в одну волну. Вот эта кудряшка у меня плохо попадает, но если вы накрутили правильно, просто расчесывайте до тех пор, пока не поймаете волну, потому что она должна попасть. И я наношу лак, фиксирую, приоткрываю волну, делаю ее широкой и распыляю лак. Лак можете использовать любой. На этой стадии можно использовать сильной фиксации. Ставьте пальчик вверх, оставляйте комментарии, если у вас есть какие-то вопросы, я их все читаю, на все отвечаю. Подписывайтесь на мой канал, если хотите дальше узнавать интересные секреты и лайфхаки. И также увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!